я полностью познакомлю тебя с игрой Tower of Hell. Все меню, все механики, все возможности, все в этом видео. А в конце я покажу тебе бонус. Полезного просмотра. Когда вы зашли в игру, вы находитесь на первом этаже огромной башни, которая висит где-то в небе, и вам предстоит взобраться по каждому этажу до самого верха. Но для начала давайте сначала разберемся с интерфейсом и его функциями. На один раунд вам дается 8 минут. Справа есть полоска, верх которой обозначает самый верхний этаж, а низ самый первый. Эта полоска поделена на части разными цветами, а эти цвета отображают уровень, на котором находится игрок. Название музыки, которая играет в игре, указывается в правом нижнем углу. Если нажать на эти монеты в левом нижнем углу, то откроется менюшка с магазином, эффектами и настройками. Давайте начнем с магазина. По мере прохождения уровней на башне вам начисляются монеты, которые после истечения этого времени будут находиться у вас в левом нижнем углу на счету. За эти монеты в магазине ты сможешь купить низкую гравитацию за 130 монет, которая будет действовать на всех игроков и будет повышать высоту прыжка. Кстати, все эти мутаторы будут действовать на всех игроков, и после покупки любым игроком будет отображаться под таймером. Высокую скорость за 100 монет, которая будет увеличивать скорость на 25%. Непобедимость за 500 монет, самая дорогая, позволит не умирать от лазеров и светящихся кубиков. Удлинить добавляет еще один этаж к нашей башне. Мало ли, может быть вам просто хочется поиздеваться. Отрицательный переворачивает цвета на противоположные. Фоги создает везде туман. Дополнительное время добавляет 2 минуты к времени прохождения. Пройдемся быстренько по платному. Невидимость делает всех призраками, поэтому если игроки вам мешают, можете купить. Двойной прыжок при прыжке позволяет второй раз оттолкнуться от воздуха. Эта функция заставляет всех бесконечно прыгать. Контрольные точки 30 робаксов. Ты можешь поставить контрольную точку перед сложным местом, чтобы возрождаться прямо перед ним и потом уже начинать, если ты упадешь с этой точки. Двойные монеты удваивают награду каждого игрока. Переходим к механизмам. Функции механизмов не распространяются на других игроков, они действуют только на вас. Катушка скорости увеличивает скорость вашего передвижения. Гравитационная катушка уменьшает гравитацию, чтобы вы выше прыгали. Купив катушку сплавления, вы будете иметь высокую скорость и высокий прыжок. Когда вы покупаете катушку, она появляется у вас в инвентаре, и работать она начинает тогда, когда она находится у вас в руках. С наступлением нового раунда все эти плюшки исчезают. Совок. Он строит квадратик, с помощью которого вы можете преодолеть какую-нибудь преграду. Этот квадратик недолговечен, скоро он исчезнет. Крюк позволяет вам за что-нибудь зацепиться. Например, когда вы будете падать, можно за что-нибудь зацепиться, чтобы не упасть окончательно. При повторном нажатии на левую кнопку мыши вы отцепитесь. То есть, если на уровнях есть возможность за что-то зацепиться и перелететь большую часть, то почему бы не использовать? Песочные часы должны останавливать время, но при всех моих экспериментах они почему-то этого не делали. И вообще, мне из механизмов нравятся только пружинки. Но кто знает, может быть вы будете использовать что-то еще. Можно купить монеты за робаксы. За 600 робаксов можно купить удвоение жетонов навсегда. Вы можете сбросить свои навыки, получив обратно очки. Что за навыки? Что за очки? А я вам скажу, что в этой игре есть система уровней. В зависимости до какой высоты вы добрались, вам начисляется опыт с каждым новым раундом. Уровень повышается, когда эта зеленая полоска доходит до конца. По ней можно определить, как скоро будет новый уровень. Один новый уровень равняется 1 очку, которое можно потратить на улучшение инструментов, которые вы покупаете в магазине. А именно, катушка скорости, гравитационная катушка, универсальная катушка, лопатка и гарпун. Ну не, катушка это как-то странно звучит, лучше пружинки, согласитесь? Отныне называю их пружинками. Для начала расскажу, как устроена прокачка. Ты не можешь купить второй уровень прокачки, даже если у тебя достаточно очков, не купив первый. Эти прокачки делятся на ветви, которые дают разные эффекты. Например, у пружинки скорости только одна ветвь со скоростью, а у гравитационной пружинки много ветвей с высотой прыжка и мощностью прыжка и так далее. Если ты выбрал одну ветвь, то другие будут для тебя недоступны, только если ты ее не отключишь и не начнешь покупать другую ветвь. Купленные навыки можно отключить. Чтобы их отключить, нужно на них один раз нажать. Если они будут гореть голубым цветом, значит они отключены. У гравитационной пружины есть ветвь с 3 уровнями высоты прыжка. Первый увеличивает прыжок на 45%, второй на 55%, третий на 60%. Ветвь с двойным прыжком, ветвь с мощностью прыжка увеличивает его мощность, что тоже влияет на высоту. Пружинка скорости увеличивает скорость передвижения на 75, 140 и 200% согласно ее уровням. В универсальной пружине ты не сможешь прокачать навыки настолько сильно, как в
скоростной и гравитационной пружине по отдельности. Скорость там можно прокачать на 50 и на 100%, гравитацию на 45 и 55%. А силу прыжка можно вкачать только один раз. Лопатка! У нее есть ветвь с увеличением площади квадрата в 2 и в 4 раза. Или вместо платформ можно ставить лестницу. У гарпуна есть ветвь с увеличением дальности выстрела и скорости качания на канате. Цифра рядом с прокачкой — это ее цена. В магазине есть также вкладка с эффектами. В ней ты можешь получить эффекты и разные скины на твои инструменты. Все это у вас будет, если вы купите коробку за 500 монет. Или если у вас их нету, то за 25 рубаксов. Эти коробки отличаются тем, что на бесплатной нарисован какой-то недокрестик, а на платной корона. Все эти предметы с бесплатной коробки получить не получится, потому что есть эффекты, которые выпадают только с платной коробки. Около них отображается коробка с короной. Правее написаны шансы выпадения этих эффектов. Линии под эффектами означают его редкость. Белый цвет обычная, зеленый цвет редкий и так далее. Обычная тропа выглядит так. Она ровная и полупрозрачная. Волнующаяся тропа будет идти за вами волной. Вот так выглядит затухающая к концу тропа. Кроме этих троп еще есть сияние, дым и пламя. У меня их нету, но могу предположить, что дым, пламя, сияние будут за вами или вокруг вас. Ну и текстурки на пружины, гарпуны, лопатки и часы. Также тут есть настройки, в которых можно настроить тему вашего меню. Можно поставить белую, черную и прозрачную тему. Если у вас есть свой приватный сервер, то у вас открываются вот эти настройки, которые включают изменение размера вашей башни, награды за прохождение или можно просто пропустить весь раунд. Переходим к конкретным советам о том, как проходить Tower of Hell. Если у вас не получается проходить Tower of Hell вообще никак, то советую перед тем, как играть в Tower of Hell, сначала попрактиковаться в Tower of Misery. Советую именно этот плейс, потому что именно в нем вы можете выбирать уровни сложности. Выбирайте попроще и практикуйтесь. Теперь о Tower of Hell. Каждый конкретный уровень в этой игре я рассматривать не буду, потому что это долго и неэффективно. Я дам вам решение на конкретные сложные случаи, которые могут встретиться в разных уровнях. Но все равно нужно понимать, что ваши навыки в Tower of Hell в основном зависят от вашей практики. Советы помогут тебе примерно на 15-20%. Сначала я расскажу о всех препятствиях, которые есть, а потом уже перейду к конкретным лайфхакам и советам. Здесь есть лесенки, за которые ваш персонаж цепляется и поднимается наверх. Главное, вовремя останавливайтесь, чтобы не упасть вперед. Лазеры, на которые вы, если попадетесь, то умираете. Они могут быть на месте, либо как-то двигаться. Движущиеся блоки, которые будут вас толкать в ту сторону, в которую они двигаются. Призрачные блоки, которые появляются и исчезают. На них возможно стоять, пока они не исчезли. Элемент, который тянет наверх. Ну и наконец-то советы с лайфхаками. Самый главный совет — это быть осторожным, внимательным и предусмотрительным. Что это значит? То есть, перед тем, как начать проходить уровень, взгляните на него, посмотрите, что на нем есть и подумайте, как его пройти. Эта страшная штука не такая уж и страшная, если на ней прыгать. Так вы замедляетесь и ситуация становится спокойной. Здесь вам мешает забраться блок над головой. Вам нужно подойти к краю, нажать одновременно пробел и лететь в какую-нибудь сторону, а потом в противоположную, чтобы оказаться сверху. Практикуйтесь. На блоки, которые двигаются, нужно прыгать не прямо на них, а по их траектории, чтобы было больше шансов попасть. А чтобы с таких спрыгнуть, вам нужно просто поймать момент. Осматривайтесь, не держите все время вид сверху, потому что иногда не видно, на какой высоте находится блок. Не допрыгиваешь и падаешь. При возможности играйте чаще. В таком случае вы будете тренироваться и лучше играть. И так как уровни повторяются, то вы их будете с легкостью проходить, потому что вы их запомнили. Если ты думаешь, что перелетишь, то в момент прыжка, когда понимаешь, что уже долетел до блока, подкручивай камеру туда, где есть продолжение этого блока, чтобы не упасть. Ну или прыгай наискосок. Включай Shift Lock. Двигать камеру правой кнопкой мыши не очень удобно, когда можно просто двигать мышкой. Поэтому включай Shift Lock в настройках и нажимай Shift, чтобы его активировать. Если у тебя тормозит игра, то это плохо. Вообще играть очень сложно будет, поэтому заходи в настройки и убавляй графику. В редакторе персонажа ты можешь уменьшить размер своей модельки, чтобы она была поменьше и поменьше натыкалась на лазеры. Ну а если уже все уровни в этой игре даются тебе легко, то ты можешь переходить в Pro Towers, там больше уровней и они сложнее. В игре тебе с очень маленькой вероятностью могут попасться секретные уровни. Примеры на экране. В Pro режиме они тоже есть. Если ты хочешь найти секретный уровень, а ты посмотрел и его сверху нету, то советую тебе перезаходить. Ну а теперь я расскажу тебе, что значат все эти бейджики и как их получить. Всего значков в игре 7 штук. Начнем с самых простых. Значок Pro выдается, если ты зашел в Pro режим. Значок Newbie выдается
за полное прохождение одной башни. Mutated выдается, если ты активировал все мутаторы, кроме платных. Secret выдается за нахождение секретного уровня. Explorer выдается, если ты прошел каждую ванильную секцию. Всего их на данный момент 159. Ванильная секция — это та, где нет сложных элементов. Maxed выдается, если ты прокачал каждое умение. Collector выдается, если ты получил каждый эффект с бесплатной коробки. И вот он, обещанный бонус. Я хочу вам показать сейф, который иногда попадается как секретный уровень. Очень мало кто знает, что в нем находится и как его открыть, поэтому упускаю свой шанс. А так как ты досмотрел видео до конца, я покажу тебе этот секрет. Только никому не рассказывай. Мне этот сейф не попадался, поэтому я взял кадры человека под ником Ethnology. Итак, мы видим огромный сейф. На видео первая дверь уже открыта, но код от нее 694-20. А внутри еще один сейф. Код от него 516-462-7. А уже в нем находится оранжевая пружинка, которая дает возможность бесконечно прыгать, но она дается только на один раунд. В следующих раундах ты сможешь взять ее в другую руку только как украшение. С тобой был Раско, твой путеводитель по Roblox. Подписывайся, потому что можешь пропустить новое видео. И возвращайся ко мне, если что-то непонятно. Еще увидимся.